Российские военные до дрожи в лаптях боятся тяжелого украинского бомбера под названием «Вампир», но Емеля его с ужасом называют «Баба-Яга». На этих кадрах рашист ходит по своим позициям и показывает последствия нежданного визита к ним, этой самой Бабы-Яги. Далее прямая речь автора видео. Да, вот здесь был склад у нас. Такое ощущение, как будто и не было ничего. Выгорело все, горело долго. Колеса новые были, генератор был, все. Да. А вон зато молебная стоит. Вот так вот. Вот до нее, слава богу, ничего не долетело. Даже осколочка нету. Здесь блиндаж был. Уже был, да, с мотоциклами с нашими. Все выгорело, конечно. Он даже в углу еще, не знаю, видно, на сколько дней прошло, тлеет до сих пор. До весны, что ли, тлеть будет. 4 баба-яги в сопровождении фипивишек, у каждой по 4 сброса. Генератор, я не знаю, разберем, может, что-то там и возьмем из запчастей. Но восстановлению, конечно, не принадлежит уже. Вон мотоциклы наши, короче, вот так как-то. Силы обороны Украины продолжают чистить нашу прекрасную землю от российской Z-мерзости. На этих кадрах воины бригады «Черный лис» обнаружили очень противную цель. Координаты были переданы мгновенно величественному Хаймарсу. Долго ждать не пришлось. Подарок был доставлен точно по адресу и без предупреждения. Жалоб от получателей не поступало. Россияне обнародовали кадры испытаний надводного дрономатки «Скорлупа» с оптоволоконным управлением. Аппарат используется как носитель FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский». В то же время не исключено, что его можно применять и в других ролях, в частности, как дрона-камикадзе. Конструкция «Скорлупы» предусматривает специальный ангар для транспортировки нескольких FPV-дронов. Отсек закрывается защитными створками, предотвращающими попадание воды внутрь во время движения. Жители Белгородской Народной Республики очень напуганы. И вот, что хочется сказать жителям Белгородщины. Не волнуйтесь, не переживайте. Это не война. Это трехдневная спецоперация. По мирным никто не бьет. Потерпите немного. Скоро вас освободят от нелегитимного нацистского режима Путина. И вы заживете прекрасно и счастливо. Но это не все хорошие новости на сегодня. В Тамбовской области внезапно сошел с рельсов патриотически настроенный поезд с цистернами, в которых находилось топливо. Оно предназначалось для российской армии. Как написали местные провластные СМИ, хлопок и мерцание было слышно и видно очень далеко. Ну что тут скажешь, мы порадуемся, что топливо не попало на фронт. И пожелаем здоровья и счастья российским партизанам. У Z-блогера Евгения Гольмана случилась знатная истерика по поводу происходящего в 1308-м мотострелковом полку ВС РФ. Он хотел рассказать именно про эту воинскую часть, но, упоминая концлагерь, по сути рассказал о всей России в целом. Еще раз военную прокуратуру прошу. 1308 часть, сука, там люди пристегнутые, сутки сидят. Кто они, бля, что они? Ну такого не должно быть, это, сука, люди. Их отпускают только поссать. И все за деньги. Приедьте, проверьте. Уже не первый сигнал. Прошу, люди мне пишут, выходящие оттуда. Это, сука, что, концлагерь Ансвейнсум, блядь. Что там творится, сука, мясные штурмы эти. Да как вообще все за... Просто по плану, вот по графику. Архивное видео из кабины российского вертолета Ми-8, который был в составе эскадрильи, летевшей в сторону Гостомеля в первый день вторжения фашистской федерации на территорию суверенной Украины, 24 февраля 2022 года. Вторая часть видео — момент сбивания одного из вертолетов с ПЗРК,
Несколькими секундами раньше начала съемки также был сбит еще один борт. На фоне рейда в Каракасе следует напомнить россиянам, что они не способны на красивую воздушно-десантную операцию. И история будет помнить всегда, как Путин отправил на верную гибель свой элитный спецназ ВДВ в Гостомель, где его закатали в бетон украинские срочники. Есть! Есть, Два! 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 Сбили, А в мае 2022 года украинцы достали остатки этих двух крокодилов с дна водохранилища. Ура! В скором времени российские дроны будут уничтожаться новыми системами ПВО, сделанными специально для Украины. Швеция и Дания пообещали в течение 1 года поставить Украине заказанные комплексы противовоздушной обороны Тридон МК-2. Об этом сообщил шведский министр обороны Пол Юнсон. Комплексы будут включать системы обнаружения и управления, запасные части и боеприпасы. Новая система BAE Systems оснащена пушкой Bofors 40 МК-4 с боезапасом на 100 снарядов. Она смонтирована на базе гражданского грузовика Scania с колесной формулой 6х6, что обеспечивает высокую мобильность и возможность развертывания на дорогах общего пользования. Напомним, что недавно Герасимов заявлял, что они губами взяли Купенск-Узловой. Так вот, 2 февраля, при попытке прорваться в Купенск-Узловой, были взяты в плен 2 очередных флаговика из состава несчастного 153-го танкового полка фашистской федерации. Их отправили в состав ДРГ с целью съемки кадров с российским флагом на одной из улиц Узлового. Далее прямая речь украинского комбата. Так, всем привет из Купенска-Узлового. И о главном, я сегодня в шапке, как и обещал маме. Как я вам и говорил, Купенск-Узловой находится под полным контролем Сбройных сил Украины. Сейчас мы находимся в центре его. Вот, видите, тихо, спокойно. Снова я без бронежилета. Знаете, в чем разница между российским начальником генерального штаба и украинским командиром батальона? Я не вру. Когда я говорю, что Купенск-Узловой украинский, я в нем. А Герасимов говорит иначе. Но есть один парадокс, Валерий Васильевич. Есть казаки. Как вас зовут, ребят? Антон. Антон. Алексей. Антон Алексей. Антон Алексей, как видите, Валерий Васильевич в бронежилетах, и в каске, и с оружием. А я без. Сейчас хотел бы обратиться к российским солдатам и к их матерям. Верхушка ваша кремлевская в такие морозы гонит голодных, холодных ваших подчиненных, ваших детей, для того, чтобы снять 5-секундный ролик о том, что якобы Купенск-Узловой российский. Стоит ли это того, решать вам. Слава ЗСУ, слава Украине. Стригунов Алексей Николаевич, стрелок 153-го полка. Рядовой Козлов Антон Александрович, стрелок 153-го полка. Вторая армия мира была отключена от старлинков. Это привело к очень, так сказать, хорошим для нас новостям. Прямая речь одного из Z-военкоров, знающих обстановку на фронте. Без устойчивой связи на передовой начинается хаос. Отсутствие координации уже приводит к тяжелым потерям, и не только от противника. На запорожском направлении из-за полного разрыва коммуникации произошел типичный случай дружественного огня. Подразделения, не имея никакой информации друг о друге, открыли огонь по своим же. В результате штурмовая группа из 12 человек была полностью уничтожена собственными силами. Ну что тут скажешь? Только одно — работайте, братья, в том же духе, и русского духа на нашей земле станет меньше. На Москве утилизирован самолет с 3 рашистами на борту. Аппарат выполнял плановые учебные полеты, во время которых должен был отработать учебный свал. Под свалкой понимают самопроизвольное движение самолета после падения скорости менее эволютивной, с кренением на крыло, или опусканием носа, или тем и другим одновременно при выходе на углы атаки, близки к критическим. При свалке ухудшается устойчивость самолета, возможен помпаж. Этот маневр отрабатывают для обучения личного состава действиям в экстренной ситуации, имитируется потеря скорости с последующим сваливанием.
Простыми словами, самолет доводят до такой скорости, когда он просто падает, дальше необходимо разогнать скорость и вывести в горизонт. Но, очевидно, кто-то не учел обледенение и ухудшение летных характеристик самолета. Как видно по фото, упал он на нос, а значит, не смог вывести самолет. Инструктор и 2 курсанта моментально прекратили жить на этом свете. После того, как российским фашистам заблокировали старлинки и они воют и рвут волосы на себе во всех местах, Бульбо-фюрер сообщил, что проблема со старлинками в Беларуси решена раз и навсегда. Ты то, что Маск за миллиарды долларов делал, ты сам сделал так бесплатно. Так, ну, не бесплатно, но за очень маленький. Ну, понятно. Но не за миллиарды долларов. Никак нет. То есть Маск нам не нужен. Нам нет. Имеющимся с ресурсом и способным... Но эта система работает по принципу Старлинка, да? Так точно. Это далеко не так. Далеко не так. Скорее, все наоборот.